Всем привет, меня зовут Даша, и вы на моем вязальном канале Свитербург. Это мое первое вязальное видео, и здесь я хочу делиться своим творчеством. Начать я бы хотела с последнего готового плечевого изделия. Это жилет Everyday по описанию Даши Малеева Knits. Я прикреплю где-нибудь на экране фотографии этого жилета. Она уже в своем ролике показывала эти фотографии, и безумно приятно было. Собственно, вязала я из оригинальной пряжи, которая была в описании. Это Super G Long Милифиле с кашемиром. Расход у меня вообще небольшой получился, даже меньше, чем указано в описании. Это около 230 вроде бы грамм. Подробнее я всю информацию оставлю в инфобоксе. Собственно, что бы я еще хотела сказать по жилету, то, что я им максимально довольна. Это теперь одна из моих любимых вещей. Этот жилет переплюнул по моему восхищению батину кофту. Он невероятно мягкий, он теплый, он как облачко. И я его прям полюбила всем сердцем и жду следующих описаний Даши. Я уже присмотрела даже пряжу на ее следующее описание, поэтому просто в режиме ожидания. Вот. Собственно, если говорить о самом описании, я думаю, что о нем уже достаточно много кто высказался. И да, там все понятно предельно. Вообще ни единого вопроса у меня не возникло по ходу работы. Причем Даша молодец, она сделала и схемы для более опытных вязальщиц, и попетельное описание для новичков, так скажем. Поэтому по моим ощущениям, что вроде даже для первой работы этот жилет отлично подойдет. Тем более вяжется он быстро, узор тут простой. И, в общем, я максимально довольна, и спасибо большое, Даша. Следующая работа, которую я бы с вами хотела поделиться, это носочки, связанные из вот такой пряжи. Она была в пасме, это Малабрига в цвете 857 Light of Love. Это, насколько я помню, 100% меринос. Вроде бы да. Почему-то у меня здесь не написано. В общем, что я хотела бы сказать. Цвет мне очень понравился. Насколько я, в общем, скептически отношусь к розовому и вообще на себе его не вижу. Но я решила, что для носков почему бы и нет. В общем, эта нить, она достаточно пухлая, упругая, пружинистая. Вот. Вязать ее, в принципе... я не знаю вот насчет, кстати, размера спиц. Я ее в итоге вязала на спицах 2 миллиметра. Вот, собственно, я сейчас покажу носки. Вот так они выглядят с этой стороны и с этой. Вот, с этой стороны ничего. Дальше я бы хотела перейти к тому, что непосредственно сейчас у меня на спицах. Это блуза BPU от Egyo Knit. Я ее начала 2 дня назад. Вот, пока что она находится на таком зачаточном этапе. Сейчас покажу. Вот так она выглядит. У меня связана спинка до подрезов, но, возможно, я ее все-таки удлиню, потому что как-то, не знаю, сомневаюсь я. И связана левая полочка и правая вот половинка связана. Вот, в общем, ничего не понятно пока еще. Вяжу я ее из зефира, который многие из нас купили и не знают, куда теперь его пристроить. Собственно, я связала образец, вот так вот он выглядит. Возможно, я потом подсниму, посмотрю. Что бы я хотела сказать? Вяжу я в 2 нити на спицах 4 миллиметра. И как же я рада, что я вязала жилет по описанию Даши именно из рекомендованной пряжи, а не вот из того, что было. Я вяжу, и мне уже от этого запаха пропитки становится не очень хорошо. Вот, поэтому я не знаю, что получится в итоге с этой блузой, потому что образец я постирала 4 раза, и он так и не отстирался. В плане именно запаха пропитки.
Вот. Ну, посмотрю, постираю еще раз, и, может быть, что-то изменится. Вот. Ну, так тактильно вроде как приятно. В магазине, где все покупали эту пряжу, ее позиционировали как чуть ли не аналог кашемира, и, конечно же, это не так. Ну и, собственно говоря, цену, зная, можно было догадаться. Вот, поэтому я особо не рассчитывала. В нити попадаются узлы, вот, собственно, на протяжении вязания, как я и сказала, вот этот вот запах пропитки, вот. В принципе, тактильно она неплохая, вот, посмотрим, как будет именно в носке, но, конечно, я немного пожалела, что купила эту пряжу, вот, но цвет мне нравится. Цвет вроде бы называется брусника, вот. Это Зефир Стрейч. По поводу следующей работы, которую я планирую вязать, начинать буквально вот... Ну, я думаю, что этот процесс, про который я сейчас буду говорить, что он будет таким долговязым, и у меня цель его довязать до осени. Вот. Собственно, что это за процесс? Это батина кофта по описанию Елены Яковлевой. Одну я уже связала конкретно для себя. Вязала я ее из оригинальной пряжи. Подробнее посмотреть вы можете в моем телеграм-канале. Я оставлю QR-код на картинке видео. Вот, собственно, вторая батина кофта, она уже будет для мужа. Это, конечно, удивительно, что он вообще согласился на это, но тем не менее, я очень рада. Мы выбирали с ним долго пряжу. Он хотел черный твид с белыми крапушками. Собственно, мы его нашли. Вот так вот он выглядит. Это Мили-Фили Puzzle Geo. У меня здесь большая бобина. Вот. Собственно, я планировала ее вязать в одну нить. Но когда я связала образец и попала в плотность Елены Яковлевой, я поняла, что это очень рыхло, мне не нравится. И стала я думать. Я думала сначала связать не на 3,5, а на 3,25 и просто немножечко там подстроиться под описание. Вот, но в итоге я связала на 3,25, и все равно это получилось рыхло, он весь просвечивался и все такое. Ну, в общем, мне не понравилось. Я решила купить подмот. В подмот у меня вот такая бобина. Это Zegna Barufa Super G-Long, 100% карты меринос, 1500 метров на 100 грамм. Собственно, я добавлю одну нить. Я уже связала образец. Образец выглядит вот таким вот образом. Не знаю, насколько он... Да нет, там, наверное, ничего не видно. Ну, в общем, я попробую подснять, но черный свет, конечно, цвет неблагодарный. Не хочет он фотографироваться и сниматься видео. Но вам придется поверить мне на слово, что все хорошо. Он уже поплотнее, нет такого ощущения, что он просто вот его буквально чуть потянешь, и он порвется, он не светится, как, я не знаю кто, рыболовная сеть на солнце. В такой комбинации я и буду вязать. Вот. Это значит, я уже сказала, в общем, долгоиграющий процесс, с которым я не буду торопиться, он у меня будет до самой осени. Вот, как такой процесс, под который можно расслабиться. Вот, потому что, в принципе, то, что я уже ознакомлена с описанием, уже все связано, все изучено, и ничего нового там не будет. Вот, поэтому можно и отдохнуть. Еще я планирую скоро начать еще один проект, когда я блузу закончу, вернее, не закончу, а когда я доведу блузу до уровня, когда уже все это объединено в круг и, в принципе, можно немножко расслабиться, я надеюсь, хотя там будет тоже несколько интересных моментов. Я хочу на этот период начать еще одно изделие. Это будет зипер-свитер от Petit Knit. На него я уже купила всю пряжу. Вот, о ней я, наверное, подробнее расскажу непосредственно, когда уже будут отвязаны образцы, и я уже точно скажу, как это и что это. И немного отступления от темы в плане проектов. Я бы хотела поговорить с вами насчет иностранных описаний
и немного вас ввести в курс дела, так сказать. В общем, я человек, который учил французский язык 1 год. Потом оставшееся время школьное я учила немецкий язык. В университете я учила тоже немецкий язык. В итоге ни тот, ни другой я не знаю. В ординатуре я уже начала учить английский язык. И, собственно, уровень английского у меня крайне низок. Мой уровень — это вот начальные уроки дуолинго. Вот, где-то там я осталась, и пока что никак не продвигаюсь. Да, я пыталась, но пока не выходит. Надеюсь, что-то изменится в будущем, и я наконец-таки соберусь силами и начну его изучать как-то более серьезно. Вот. Ну и, собственно, я вяжу вот конкретно эту блузу по переведенному уже описанию. Вот. Но я думаю, что я... Ну, в общем, есть у меня один вариантик, как можно купить оригинальное описание. Вот. И я вот хочу провести некий анализ вот этих двух описаний, вот, и приобрести уже оригинальное описание Petite Knit и начать, собственно, изучение английского вязания. На этом у меня все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Поэтому буду очень признательна, если вы поддержите мои начинания лайком и каким-нибудь положительным комментарием. Всех жду и на этом канале, и в Телеграм-канале. Вот, буду рада обрести единомышленников. Вот. Всем еще раз спасибо. Пока-пока.